Друзья, всем привет! Мы во Владивостоке. Как вы можете догадаться, мы сейчас стоим в пробке на острове Русском и едем на пляж, который мы рекомендуем для того, чтобы можно было поехать в любой день недели, если у вас есть пару свободных часов, искупаться, позагорать. На наш взгляд, этот пляж самый оптимальный, потому что туда и добираться достаточно быстро и просто. И плюс там уже хорошая вода и более-менее хороший спуск для того, чтобы зайти в воду. Этот пляж называется Охлёстышево, и там есть два заезда. Первый через океанариум. Вы можете проехать там на любой машине, но так как туда легко добраться, там очень много машин, парковка там ограничена. И я думаю, сегодня, так как сегодня очень жарко и очень много людей стоит на остров Русский в пробке, там припарковаться будет невозможно. Но если у вас машина попроходимей и вы не боитесь там ездить по легкому бездорожью, то можно повернуть дальше и проехать на место, где можно поставить свою машину прямо возле моря. Я знаю, что много противников такого вида отдыха, когда вы подъезжаете прямо к береговой линии. Но, если честно, мне иногда так нравится. Вот я на своей машине подъехал, покупался, позагорал. В некоторых местах это недопустимо, но в этом месте я считаю это нормально. Поэтому мы сейчас туда и поедем. Есть здесь заправка Роснефть, но я не рекомендую на ней заправляться, когда вы спешите на море, потому что можно простоять там в очереди несколько часов. Лучше заправиться заранее, предусмотреть это, чтобы у вас хватило бензина. Ну, либо в какую-нибудь пасмурную погоду, проблем здесь нету с очередями на эту заправку. Скоро мы подъезжаем к ДВФУ, там дальше океанариум, и уже дальше будет пляж Охлёстышево. Смотрите, вся основная пробка, как мне кажется, была до вот этого светофора. Это общага ДВФУ. Здесь учатся студенты со всего мира, очень большой университет. Кстати, если вы не на личном автотранспорте, можно доехать на такси или вот на автобусе номер 77. Смотрите, друзья, если вы не любите грунтовую дорогу, либо вы на такси, то вам нужно повернуть здесь, где поворот на океанариум. Вот здесь есть вывеска большая, что это океанариум. Повернуть налево аккуратненько. И дальше через полкилометра повернуть направо, либо припарковаться наверху и спуститься вот сюда, к морю, на пляж Охлёстышево. Этот пляж более урбанизированный, вот это именно часть. Здесь развита инфраструктура, кафе, туалет, ну и в принципе достаточно красиво. Есть пешеходные дорожки, велодорожки строятся, а мы поедем по грунтовой дороге вот на эту часть пляжа Охлёстышево, чтобы припарковаться прямо возле моря. И нам для этого нужно будет повернуть вот в этот поворот. Вот, смотрите, показываю. Где-то мы проехали километра полтора. Вот и в этот поворот. Он такой вот с развилками. Но чтобы туда повернуть, нам необходимо сначала развернуться вот здесь и уже вернуться к тому перекрестку. Очень аккуратно, потому что часто здесь ДТП случаются. Много студентов ездит, много приезжих, поэтому предельно аккуратно старайтесь. Также иногда ходят девушки в купальниках, водители отвлекаются и могут совершить ДТП. Мы вернулись, видите, машина с лодкой. Там, кстати, можно даже спустить свою лодку на воду и отправиться на кальмара или на камбалу. Многие так делают. Вот мы аккуратненько здесь поворачиваем. И покажу вам, какая дорога. Мы будем ехать не сильно быстро, чтобы не пылить, потому что, видите, вот эта типичная для Дальнего Востока такая пыль желтая, она может очень испортить жизнь людям, которые едут вам навстречу или идут пешком. Перекресток. Направо это форт, там, кстати, красивый вид, а налево это мы едем на Охлёстышево. Слева, смотрите, есть озеро. Иногда туда прилетают утки-мандаринки. И кто их не видел, можете приехать посмотреть. Также здесь часто можно встретить лис. Они очень любят копаться в помойках. И отдыхающих часто угощают чем-нибудь съедобным. Это делать не рекомендуется, но кого это когда-либо останавливало. Также это озеро зимой замерзает, и любители погонять по льду на машинах на нем устраивают заезды. Ну вот, смотрите, мы уже добрались до моря. Вот здесь уже вода бирюзовая. Любые пляжи, практически, которые ближе этого, к Владивостоку, они будут коричневого цвета. А здесь уже море достаточно открытое, и вода, как правило, будет красивого цвета. Ну, если не было штормов сильно. Можно здесь уже остановиться
Но здесь мне не нравится спуск к воде именно, потому что большие камни. Здесь лучше отдыхать в некупальный сезон. А мы поедем дальше, вот так вдоль всех этих машин. И слева у нас будет озеро, мы его проедем. И я покажу вам, какая там дорога, она чуть похуже, чем здесь. Но проехать можно при желании на любой машине практически. Смотрите, вот мы еще немножко проехали, нам нужно налево. Ну и направо тоже, кажется, может проехать, просто там дорога похуже. Направление у нас ветра сейчас со стороны океанариума, то есть вот оттуда из Владивостока, где мосты, ветер дует, поэтому здесь будет достаточно комфортно, потому что ветер не с моря. Предварительно, перед тем, как сюда поехать, обязательно посмотреть направление ветра, чтобы ветер был не сильный и дул не с моря. Тогда здесь будет комфортно. И вот мы здесь подъехали, вот смотрите, ориентир, такой вот форт, уже заросший, и развилка. Кажется, что налево нормально, но ни в коем случае туда не стоит ехать. Объезжать надо вот здесь, поверху, потому что там можно застрять очень легко, там очень коварная яма такая с грязью, много очень машин там постоянно застревают. Не рекомендую здесь ездить, даже когда сухо, не стоит. Ну, если у вас есть много свободного времени и вы хотите побуксовать, то можно, конечно. Да, вот мы уже выехали к серферскому лагерю. Здесь ребята серфингом занимаются. Я даже видел недавно, как они волну поймали, да? Вот люди даже на Приусе сюда проехали, на новом, без проблем. Поэтому, ну как без проблем, проехали. Поэтому нормально все. Смотрите, конструкция какая из камней. Интересная. Мне показалось, что море до этого было чище. Да, там. Здесь какая-то коричневая полоса прям. Здесь вот серферский лагерь будет. Здесь можно снять сап, поплавать на нем, позаниматься серфингом с учителями. Детская площадка, тут всякие качельки. И некоторые со своими сапами приезжают. Ну, в общем, здесь вот такая вот атмосфера царит. И своя вот тусовка. Даже виндсерфингом занимаются. Девушка с собакой вообще плавает. Мы сейчас будем парковаться. Вот смотрите, так здесь все выглядит. Иногда можно здесь встретить китайцев. Женщины, мужчины, пожилые китайские часто ходят здесь. И... Что там? Вон два краба. А, я вижу, да. И... Да, подожди. Камеру. Саня краба нашел. Сейчас попробуем поймать. Вот и китайские женщины здесь ходят по колено в воде и собирают полные пакеты всяких рачков. Там они мелких морских гадов. Все подряд выгребают. В Китае у них этого нет, а тут навалом. Смотрите, здесь. Ну конечно, а что они? Поэтому они и выросли до такого приличного размера. Потому что они умеют прятаться. Что это за штука там? Это морские блохи. Вон краб сидит. Бегает. Морские блохи называются. Нет, не опасные. Блохи? Да. Здесь есть морские блохи, уховертки. Они не опасные. Поэтому просто они выглядят немножко неприятно. Вон он крабик, смотри. Сейчас он меня укусит. Смотри. Все, мы его поймали. Надо водички налить. Налей. О, вот тут целое крабовое логово. Смотри, Сань. Я не хочу этот камень поднимать, потому что кого-нибудь задавлю, скорее всего. Да, я надеюсь, вы видели. Ладно, они малыши какие. Вон, видите? Открывается. Ладно, одного краба тебе хватит, Сань. Интересно, так вот здесь вода немножко мутноватая, а 100 метров туда уже вода бирюзовая. Какое-то здесь течение, может, из озера вытягивает, потому что здесь дальше идет такое озерко небольшое. И здесь очень много людей на сапах. Вообще сапы получают большую популярность во Владивостоке в последнее время, потому что море прохладнее, чем в Таиланде в том же самом. А люди любят время на море проводить, не всегда есть возможность покупаться. А на САП это достаточно доступный вид морского транспорта, на нем можно и покупаться, и понырять с него, и отправиться в небольшое путешествие. И он выглядит достаточно весело, и так почти серфинг. Так, Алена переодевается, Саня поймал краба. Мы его скоро отпустим, да? Саня с Аленой будут купаться, я сегодня купаться не буду, потому что я на соревнованиях, вот смотрите, какой ужас, слабонервно не смотреть, на соревнованиях по подводной охоте ударился локтем сильно, потому что была большая волна,
видео про соревнования будут у меня на канале. И потом я эту травму добил еще на стройке при ремонте квартиры, перенося стиральную машинку. Оказывается, они очень тяжелые, я уже и забыл. Либо я такой гений стал. И добил свою руку, вот сейчас хожу, рука почти не сгибается. Давайте пройдем немножко. Вот если вам видно, вот там дорога идет, спуск на той стороне озера. И там, именно если вы повернете к океанариуму, вы будете там спускаться по асфальту, все прилично. Или парковаться наверху, вот там много машин очень припаркованных, и спускаться пешком. В принципе, спускаться там 5 минут. Людей сегодня очень много, потому что хорошая погода, и через несколько дней хорошая погода закончится. Поэтому люди пользуются моментом, очень много приезжих, кто с палатками, также много из Владивостока людей. Короче, все здесь присутствуют. Вот, смотрите, лодка Solar 350, у меня такая тоже есть. Здесь, получается, серферская база, а здесь база для катеров. Вот она такая стихийная. А дальше пляж такой детский. Здесь часто лодки спускают на воду и уходят на рыбалку куда-нибудь, на камбалу, на кальмара. Либо отдыхают с детьми. Смотрите, какой песок. У меня есть видео двухлетней давности отсюда, можете сравнить. И здесь по колено глубина, вода очень теплая, прогревается. И можно отдыхать с маленькими детьми. Очень удобно. И тренироваться везде на сапах. Вот. А если пройти вот здесь, то вы окажетесь на пляже, который под океанариумом, где много людей. И также обратно можно пройти. Здесь есть асфальтированная дорожка. Эта дорожка, которая здесь, она велосипедная, пешеходная, не для машин. Вот это озерко, оно связано с морем, то есть здесь вода соленая. А там до этого мы проезжали, озера были, я так думаю, пресные. Смотрите, какой домик на колесах. Красивый. Тайга называется. Мне кажется, он недорогой. Вот, смотрите, 28 регион. Вот такая у него сетка. Очень многие, кто приезжают с центральной России, там от Новосибирска до Якутии, они вот с такими всякими сетками ездят, чтобы им там комары не залипали. Дорога дальняя, поэтому нужно все предусмотреть. Иначе полный радиатор будет всяких летающих насекомых. А вот смотрите, такой заход в воду. Люди расчистили камни. Когда пройдет ближайший шторм, это все приобретет свой первозданный вид. Заход в воду не идеальный, но он приемлемый, потому что здесь вот именно не бывает сильной волны. Потому что вот здесь вот видите, там дальше идет бирюзовая вода, там волнорез. И большая волна сюда, как правило, не доходит. Поэтому здесь относительно безопасно можно зайти в воду. И камни, они хоть и есть, но они не такие крупные, как в других местах. То есть бывают прям большие валуны, больше этих гораздо, где может застрять нога, можно получить очень большую травму. Вот Алена с Саней плавают. Видите, мы уже беленькие какие стали, потому что все время, которое в Владивостоке, мы, несмотря на лето, занимаемся ремонтом в квартирах, чтобы сдать их и вернуться обратно в Паттайю. Как тут поживает наш крабик? Пойду-ка я его отпущу. Потому что поигрались и хватит. Андрей. Баба. Мы сейчас заехали, взяли с собой небольшой перекус. Не знаю, есть ли у вас такое в городе. У нас есть вот такие треугольнички, как 7-Eleven. По вкусу напоминает тайские треугольнички. Алена пытается выбраться из воды. Ну вот, видите, все получается достаточно легко и непринужденно. Даже ни разу не споткнулась. Да, там, видите, специальный такой выход. Но все равно выходить надо аккуратно. Иногда на четвереньках, потому что камни бывают скользкие. Предельно аккуратно надо здесь быть. Как называются эти треугольнички? Онигири. Онигири. Вот Алена сейчас покажет, как правильно нужно их открывать. Давай, Алена, мы в тебя верим. А чем если... Ну, вообще, по идее, тут два усика. Ага. Двух сторон. Не всегда получается так, как запланировано, но мы попробуем. Главное, не урони мне в чай. Да, видите, главное аккуратно, нежно все это делать, не давить никуда, не сжимать. Вот так вот все должно выглядеть. Вот такая начинка. Красная рыба. Лосось. Лосось внутри. Смотрите, видите, лодочка, она вся закрытая, резиновая. Ребята собрались на рыбалку в жилетах.
все пойдут, я думаю, вон туда. А мы с вами сейчас отправимся на наше любимое занятие, на рыбалку, но уже на большом катере с Серегой. Вот в том направлении, примерно 40 километров от этого места. Ловить гигантских обитателей морских глубин. Погнали! Отправляемся на рыбалку, на треску, ну и еще на что-нибудь, что найдем в этом море. Будет много рыбы, поэтому будет интересно. В Голливуд попасть? Смотрю, поставили. Легко пошла. Вон еще тащит, смотри, еще тащит. Все. А, нет. Я подумал. Что тебе дать эту? Багор? Подожди, что там? Ага, я Там думаю, только красный лес заканчивается. Волна. Сейчас будет клёв. Так, Да. первая рыба. Продальная. Рыба нашей мечты. О, Нормально, стандарт. А чё, у тебя сход был, Серег? Так кто-нибудь вообще тянет рыбу или нет? Или я снимаю зря? Да, тут удочки у меня шумят, поэтому... Да, никто не ловит, только мы ловим, получается. Так, Серега, давай. Есть контакт. Паша, дай. На самом краешке губы, смотри. Дай, пожалуйста. Сейчас, подождите, не спешите. Все, сейчас. Он только с этим, с наконечником. О, Багор у нас зачехлен. Давай. Так, ух ты. Тихо. Ой, жди. Так. Так, куда ее? Вот сюда. Я открыл ларчик. Подожди мне, подожди. Подожди, секунду. Так, Держи, надержи. Серега, ну что там? Где ты там, а? Подожди. Что-то ты, знаешь, как будто ты устал, Серега. Не спеши. Ну что ты торопишь меня, конечно. Давай, я уже тут тоже Так хочу. она у меня раз 600 клювала, ты понимаешь? А, вон я и вижу, смотри. Прозрак неплохой, да? Смотри, какая голубенькая. Тоже, вода. смотри, за краешек. Сейчас я ее по башке дам, и она уйдет. Хочешь? Или сам, на, сам. Да? Давай, чтобы прям вообще профессионально. Все, не уйдешь. Так. Открываем ларчик. Запускаем чемоданчик. Ты тоже? Ловит тот, кто ловит, короче. Такая. Блять, Нике надо хоть дать баночку, блядь, печени, чтобы он распробовал, блядь, рыбу. Ну и голову, Да? чтоб думал, как рыба. Печень это тема. Меха, не дерись. Ну подожди ты ее. Бей ее. Так, сейчас. Опа. Запускай. Попадаем. Багор. Так, я закрою пока, потому что тоже тут надо. Так, еще одна. Еще одна. Ага, Там это надо это, отцепить крючки. Сейчас. Чайка такая смотрит, думает, что-то у пацанов похоже, что-то ловится тут. У пацанов реально ловится. Все. Так, Серега, запускай. О, а у меня он клюет, смотрите как. Побьешь свой рекорд, нет? Да который не, в прошлый раз побью. был. На сегодня побью. Будет. Да? Да. Это твоя Где там? рыба, ты её Где там? Где там? Где она вообще? Она Где должна она? уже быть. Ну, Вот она метрах на 10. А, вот, вот. вот так.
Посмотри на это. Такая вылетела. Багор. Покажет, цифры, да. Where is Bagor? Багор is here. Тихо! Нормально катит. Давай. Да куда ты-то? Вот так вот. Нещадно. Красота. 2 метра до дна. Да сука, где это дно, Миха? Дна нету. Я не могу дойти до дна до света. Так, у меня крючок. Рассекай. Щик-то. Все. Только у меня ничего нет. Серега по японской технологии, как корешку ловит. Я не умею, слова не знаю, язык, блядь. Ты давай. Как бы озвучкой ты занимаешься. Когда говорят они честь, это значит, ну, трогает, плюет. А если они говорят кта, это значит все, есть. Акита, это значит нет. Зашла. Акита. Акита. Пока. На кита. А я, ты, вот, блядь, подними, посмотри, что мы дяди... Все, У него кта. Чак. Так, надо, чтобы быстрее кто-то вытащил, потому что иначе... Дядя Вова, Я блядь, быстро не вытащу. я не виноват. Давай мы сейчас кто-нибудь, да. Сейчас. Миша, работа. Блять, надо врубаться. Миха, сразу заводишь? Нас несет, Заднюю. нас несет. Бросай, все. Давай. Так, все, Ну, не газуй назад. только. Потихоньку назад. Просто дай заднюю и все. Все, не, сильно. Все, хорош, импульс дал, хватит. Нейтралку ставь. Главное передний. Красавчик. Не врубить. Глушить. Задача выполнена. Все, Так, сейчас я тут освобожу. освобождаем, да. Да, я Слушай, сейчас мы так, если натаскаемся, точно сезон купальный захотим открыть. Я уже смог. Пахать не нужно? Сейчас идет процесс. Я увлекся, наблюдаю, как вы пытаетесь не резать. Экстремальная рыбалка. Так, ладно. Так интересно, все заняты. такой контент там назревал. Вова тоже с очком, блядь. Все, даже некому отпихнуться. Вот, Всегда смотри. говорят, там где трава, там и рыба. Да. Да? Там вот что по фрагам еще? Смотри, мелкая рыбка плавает, видишь? Да ну ладно. Да, Это да, чешуя. вообще. Да. Это кто-то пожрал. Да. Так, а что это? Видишь, даже на половину крючка клюет. Да нет, у меня это все, да? Ты будешь скоро это, про него. Да ну и чё? Я охуел, что ли? Если ты не хочешь, Да? Чистить? Вот у меня какой крючок, смотрите. Я на печень просто теперь рассчитываю. По печени. Ты видел, сколько печень трески стоит в магазине? Там просто то, что мы поймали, 1050. А нафига ты сачок взял? Там будет 20 килограмм. Проветриваешь, да, сачок? Багор сломается. Есть Ага. у меня еще один запас. Что делать? Ну, вот, смотрите, какая красота. Погода сегодня, конечно, шепчет. Катеров, смотрите, на банке зубра. 1, 2, 3, 4, 5. Вместе с нами 6 катеров. Очень мало. Потому что рыбы быть не должно. Но мы ее находим и ловим. Давайте посмотрим, как Серега тянет. Так, Миша. А, и Миха тянет. И Миша, и Сережа тоже. Догай. Большая, большая. Это ты какие фильмы смотрела? Японские. Да, я тоже смотрел эту серию.
Так. Ска. Большая ска, да? Это называется. О, большой, да. Так, Миха, давай, тяни. А ты, если палку свою выгнешь, она у тебя сломается, да? Она не рассчитана, да? Вот эта Не, палка. ну вот, если честно, попал там вообще. Что-то она... Она достаточно крепкая, да? Есть. Красивая какая. Ты меня, главное, не поймал. Нежно, видишь? Вообще, можно отпускать. Да, и все, смотрите, встали в кружок. Такое большое море, и все катера в одном месте ловят. Ну, потому что мы посмотрели здесь всю банку и поймали только в этом месте. Поставили точку и на этом месте ловим. Периодически нас сносит течением, мы потом возвращаемся на эту точку и здесь опять ловим. Вот, закидываемся. Последний крючок. И все, больше не вышло. Все. Так, теперь они будут. О, слушай, хорошая. Дядя Вова сейчас потихоньку. Да, хорошая. Выпрыгивать будешь. Давай. Да она не влезет. Что, посмотри. Она просто, блин. Давай рыбу сюда. Да еще не скоро у меня, вон у Михи. Миха первый. У меня идет борьба, идет кровавое ежесекундное сражение. Ты прям уже весь не хватает. Ну, видишь, как экран поймал, что я в одной ящик. Знал, блядь. Ну, стандарт? А? Стандарт? Да. Стандарт, блядь. Нормально. Так, не ломай мне пилкер. Не ломай мне катер. На твой катер. Ну вот он, крючок в деле. Ну, пацаны, нормально работает. О, ну еще можно попробовать. Давай пацаны. еще сразу. Ну, Паха своим этим пилкером еще, блядь, без крючков. Там знаешь сколько? Это он одну поймал, у него 6 клювало. Конечно. Вот смотрите, у нас какая опция у Сереги в катере есть. Раскладной стол. Так гораздо веселее, да? Чайка тоже заценила. Приблизилась к нам. Жирная такая. О, красота. Начнет подниматься ветерок, и поэтому мы хотим прогнать вон туда на Желтухино. Вон там Владивосток. И мы вот так на Желтухино бахнем. Там посмотрим рыбу. И потом пойдем еще туда. Потому что мы уже тут наловили, да? У нас уже полная... А, не полная. Вот. Жинки, наверное, снимаем? Или... Нет, Да, ну, или оставь, оставь. положить его как-то. Вот. Вот так, да? Вот. Да. Тут вообще под завязочку. Привет, ребят. Так. Все, пока не раздуло, мы отправляемся на острова. Там будет повеселее. Ну вот я пью безалкогольное пиво. Ну то, что было в магазине, другого не было. Не очень пиво. Но на природе всегда все вкуснее. Смотрите. Это Серегины снасти для троллинга. Может быть, их сегодня тоже применим где-нибудь, посмотрим. Да, сейчас. Смотрите, какой прозрак классный. Вот мы пришли на Желтухино. Сейчас пойдем на мыс. Попробуем там поджиговать. Немножко на мысах на Желтухино поджиговали, но ничего нету. Попробуем на банке. Паня, Серега ищет банку. Банка. Да. Крышка есть, а банки нет, Не короче. можем найти. Вот она. Как бы она под нами, но она такая маленькая, что... О, вот стало больше, представляешь себе? Так, мы встали тут на секретное место посмотреть, половить камбалы. И как только мы встали, прошло только около часа, и у Сереги клюнула наконец-то рыба. Смотри, чайка. А чё она там жрет? Ты чё, уже что-то дал? И у Сереги клюнуло что-то. Мы ставим ставки, что это?
Камбала, бычок или лакедра. Сейчас. Глубина какая-то? 1 к 1000. Глубина 60 метров всего. Так что... Это... Ух ты, камбала! Ничего себе. Первая камбала, Серега, в этом году. Да, первый раз. Поздравляем! Какая здоровенная камбала. Ты такую видел когда-нибудь? Ну я такую... Ну вот. когда? И чайки такие. Опа. Так, значит, у нас в копилке треска, камбала. И надо еще какую-нибудь, да, рыбку поймать. Чтобы был прям тройное уху можно было сделать. Ну-ка показывай, что там пойму. О, это серьезно уже. Такую даже чистить не надо. Сразу лицо. Чисто. Он клюет и не ловится. Большими кусками нарезал Серега. Побольше камбалку и поймал. У меня маленький кусок. Да, у тебя маленькие куски, Давай, маленькая я тебе, камбала. вот. Смотри, Профессионально. Это знак, Серега. Мало, да? Да, поймал вот этого гада. И я тут поставил. Дал ему пинка и достаешь я. Понял, ну чего тут. Вот у него такие здесь, короче, шипы. Можно пораниться, если вот. Если вы не такой профессионал, как я. Это, вот это ты знаешь, как эту рыбу? А, чайка ждала его, да? Ну извини, подруга, он еще живой. Прости, не обижайся. Не можем мы Серегу остановить, он решил всю камбалу Японского моря выловить. Что-то у Сереги там катушка пищит, чайки. Видишь, опять у тебя такая же, да? Да, ну, это нормально. Ну, в смысле, длинная камбала вот эта. Это обычная камбала. Не, Ну как, это она необычная. удлиненная, это уже мутировавшая, она уже практически карасем Там у той стала. зубы, блин, офигенные. Ну да, это не прям Другая, такая. это какая-то местная, Нормальная, на троечку. славянская. Ага, славянская, цыганская. Так. Вот у нас котел здесь был только что. Нормально. Короче, ситуация такая, ребята. Вот мы сейчас пришли, а котел вот там образовался. И мы сейчас возвращаемся туда, где мы были. Потому что там, вон, видишь, рыба прыгает. Это лакедра. Все чайки летят. И скорость вот уже рядом слева, видишь? Вот это слева, там уже рыба есть. Вот, Серег, видишь слева? Вот сюда мы идем. Смотрите. Че там рисует что-нибудь, Серег? Да, рыба есть, ее видно. Да. Короче, такое дело, что снасти взял на лакедру. А вот, да, только Миха. Мы почему-то не взяли. Вот он сейчас отдувается за всех. Смотрите, как ему нравится. А мы посмотрим. Так, сейчас клюнет. Смотри, вон она уже прям идет за ним. Да, идет, я вижу. Идет. Да, я видел. Он шел долго за тобой. О, вот она плюхает. Блин, как классно просто посмотреть вот так, а? Офигенно. Так, отойду подальше. Хорошие, да, такие кабанчики? Я, пожалуй, джиговать тут не буду, а то оно мне оторвется. Вот, смотрите, уже пацаны уже забыли вообще, что мы тут делаем. Потому что, вон, видите, котел. Серега там собирает, нашел у себя снасти какие-то. Это что, спасательный жилет? Он автоматически. Я тоже такой хочу. Так. Вот слева сейчас будет котел, пацаны. Прямо. Скотчем его укрепи. Вот такой процесс. Поджигуй пока, если хочешь. Не сжигай. Сейчас тоже покидаю. Да, нашел что-нибудь, что покидать можно? Нет, Я? какие-то у меня есть. Я могу только палку кинуть. Рапида 160 Ф. Рапида 160F. Заеб... Хорошая снасть, сказал Миха. Бери рапиду, не ошибешься. Короче, везу пацанов на котел. Это еще километр до него. Ближе, да? Да. Ближе, да? Я газую! Давай. Держи.
Так, вот он котел. Сейчас мы прямо... Рыба идет впереди всегда, чайки летят сзади. А? Была? Да, я видел. Еще один. Бля. Так, прикинь, давай Да. еще, Миха. Давай, Миха. Не суетись, Миха. Давай, нормально. Рыбы много, на всех хватит. Так, смотрите, баня на дровах. Народ отдыхает. Это мы в рынку зашли все. Не поймали мы в итоге лакедру. Было несколько атак, но не результативно. Вот на такой вот воблер. А вот на такой я в прошлый раз ловил. Это морская канистра или так себе? Да, пока, она не переворачивается. Видишь, у нее какой форм-фактор? Да, она не И переворачивается. есть 20-ки, короче, 20-ки, которые в такой же форме, стоят 10 тысяч за штуку. 10 тысяч, а эти сколько? А эти по трёхе. А, вот поэтому ты сэкономил и решил по 30, по 60 литров таскать за раз, да? Ну, Офигеть. у меня 80, да, тех 4, а этих, блядь, ну, 3. Ну, прикольно. Посмотрим, как они будут. Вот, короче, мы рыбу почистили. Вот столько получилось из 50 килограмм. Да, вот эта канистра бесполезна без насоса такого электрического. Для бензина специального. Японского, наверное, да? Китайские есть такие же, блядь. Это японский? Этот что? Ну, это хорошо, что японский. Китайским я бы не рискнул. Закончили мы рыбалку. Лакедры нам поймать не удалось. Почистили мы всю треску. Сама рыба большая, но когда делаешь филе, оно гораздо компактней. И, в принципе, удобно хранить в холодильнике и готовить. Алена сейчас приготовила из трески, которую мы поймали в прошлый раз. Типа стрипсы, наггетсы. И очень вкусное блюдо. Его я люблю, сын ест постоянно. Классно вообще, нам нравится. Треска очень хорошая рыба, очень вкусная, но единственное, что ее нельзя там сразу готовить, желательно проморозить, потому что могут быть паразиты, и как бы с этим не шутят. Нужно обязательно проморозить рыбу в течение там желательно 20 дней, ну хотя бы нескольких дней. Вот, и потом готовить уже. Ну, в принципе, желательно так делать со всей рыбой. Лакедра, треска, тунец, все это нужно промораживать, поэтому не пренебрегайте этим. Я, как человек, который ест очень много рыбы, в этом разбираюсь и говорю, что так надо делать. Спасибо за просмотр, всем удачи, а я тут поеду дальше домой в пробке везти жене рыбу почищенную. Всегда, ребята, если хотите, чтобы жена была у вас довольна, всегда чистите рыбу. Сразу же, когда поймали на пирсе, там где-то на берегу, почистили и в море выбросили все, что осталось. Море — это не река, через несколько часов там всякие крабики, рыбки все это съедят, и никаких не останется следов вашего преступления. А домой везите уже почищенную рыбу или филе. Вот. А также печень, да, мы взяли. Печень трески очень вкусная, полезная и дорогая, поэтому обязательно нужно ее готовить и не забывать.